Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на наш канал, где мы с вами исследуем тайные истории, мистики и пророчеств. И сегодня мы с вами отправимся в увлекательное путешествие по загадочным пророчествам одного из самых известных предсказателей в истории Нострадамуса. Мы постараемся понять, что он предсказал для будущего России и как его пророчества могут повлиять на наше настоящее. Мишель де Нострадам был известный как Нострадамус и одна из самых загадочных и, правда, спорных фигур в истории предсказаний. Его книга «Центурии» полна таинственных пророчеств, многие из которых, как считают, сбылись с удивительной точностью. И далее мы рассмотрим историю его пророчеств и примеры событий, которые, по мнению исследователей, были предсказаны самим Нострадамусом. Одно из самых известных предсказаний Нострадамуса касается великого пожара в Лондоне, который произошел в 1666 году. В Центуриях можно найти следующее четверостишее. «Кровь праведного будет затоплять Лондон. Сожженный в 93 десятых, старая леди падет с высокого места, и многие из того же рода будут убиты». Многие исследователи интерпретируют это как предсказание великого пожара, который уничтожил значительную часть города. Пожар начался на улице Пудинг-Лейн и продолжался несколько дней, уничтожив тысячи домов и зданий. Нострадамус, также, как считают, предсказал и французскую революцию. Одна из его четверостишей гласит: «Из пучины голода выйдут голодные, которые будут нести сполна их гнев. Великий крик придет от народа, когда отпустят королевских узников». Эти строки часто интерпретируются как предсказание восстания народа против королевской власти, которое привело к драматическим изменениям во Франции и свержению монархии. Еще одно известное предсказание Нострадамуса касается восхождения Адольфа Гитлера к власти. В одном из четверостишей говорится следующее: «Зверь дикий от голода переплывет реки. Большая часть поля будет против Гистера. Он потянет великого в клетку из железа, когда дитя Германии будет наблюдать ничтожество». Гистер часто интерпретируется как именно и искажение имени Гитлера. Это предсказание связывают с его приходом к власти, началом Второй мировой войны и ужасами, которые последовали за этим. Многие считают, что Нострадамус предсказал и атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году. В одном из четверостишей можно найти следующие строки: «Близко к воротам и в пределах двух городов будут бедствия, каких не бывало. Голод и чума внутри, люди выжжены сталью, и взыщет великий, чтобы все возвратить». Эти строки часто интерпретируются как описание разрушений, вызванных атомными бомбами, которые уничтожили значительную часть этих городов и привели к огромным человеческим потерям. Существует мнение, что Нострадамус предсказал и убийство президента США Джона Кеннеди. В одном из четверостишей он написал: «Великий человек будет поражен в светлом дне. Злой поступок, предсказанный носителем просьбы, согласно предсказанию, другой упадет ночью. Конфликт в Реймсе, Лондоне и чума в Тоскане». Многие считают, что великий человек – это Джон Кеннеди, который был убит в полдень. Это событие потрясло мир и оставило множество вопросов без ответа. Мишель Нострадамус оставил после себя обширное наследие загадочных пророчеств, которое продолжает интриговать и вызывать споры среди исследователей и любителей мистики. Одним из главных аспектов его работы является сложная методика шифровки, которая делает его предсказания трудными для интерпретации. Нострадамус писал свои пророчества на старофранцузском языке, который сам по себе представляет трудность для современного читателя. Более того, он использовал архаизмы, диалектные выражения и латинские заимствования, что делает текст еще более сложным для понимания. Его пророчества организованы в виде четверостишей, кватренов, каждый из которых состоит из 4 строк, рифмованных по определенной схеме.
Эта структура придает пророчествам поэтический вид, но также добавляет и сложности в их интерпретацию, так как необходимо учитывать не только значение слов, но и их рифмовку и ритм. Нострадамус использовал несколько методов шифровки, чтобы скрыть истинное значение своих предсказаний. Первое – это анаграммы. Перестановка букв в словах для создания новых слов или фраз. Это добавляет дополнительный уровень загадочности и требует от исследователя навыков в расшифровке анаграмм. Далее метафоры и аллегории. Нострадамус часто использовал образы и символы, чтобы описать события. Это требовало от читателя знания мифологии, истории и литературы, чтобы правильно интерпретировать его слова. Далее астрологические символы. Многие его пророчества основываются на астрологических концепциях и движениях планет. Без знания астрологии сложно понять, к каким событиям относятся те или иные кватрены. Далее исторические и библейские иллюзии. Нострадамус часто ссылался на исторические события и библейские сюжеты, что требовало от читателя глубоких знаний в этих областях. Одним из ярких примеров шифровки использования являлась анаграмм. Например, имя Гитлер в его пророчествах появляется как Гистер, в то время как некоторые считают это просто совпадением. Другие видят в этом осознанное использование анаграммы для сокрытия истинного имени. Метафорический язык Нострадамуса также создает значительные трудности для интерпретации. Пророчество о великом пожаре в Лондоне, в котором он упоминает кровь праведного и старую леди, требует от читателя понимания, что речь идет о конкретных исторических событиях и символах. Одной из основных причин, почему пророчества Нострадамуса так трудно интерпретировать, является их многозначность и расплывчатость. Его четверостишие часто написаны таким образом, что они могут быть применены к множеству различных событий. Это позволяет интерпретировать их по-разному, в зависимости от контекста и времени. Нострадамус редко указывал точные даты и место в своих пророчествах, что делает их интерпретацию еще более сложной. Он предпочитал описывать события в общих чертах, оставляя место для различных толкований. Использование эзотерического и символического языка также усложняет понимание пророчеств. Без знания конкретных символов и их значений сложно понять, о чем именно говорит Нострадамус. Нострадамус оставил после себя множество пророчеств, которые охватывают широкий спектр исторических событий и будущих предсказаний. Среди них особый интерес вызывают те, которые, как полагают, относятся именно к России. Давайте рассмотрим несколько отрывков из его центурий, которые, по мнению исследователей, касаются будущего России, а также обсудим различные интерпретации этих пророчеств. Одним из наиболее известных пророчеств, которые связывают с Россией, является следующее четверостишее. «С великой северной земли великий правитель придет с мощью и силой. Он объединит народы и прольет свет на тьму, и его правление будет долгим и мирным». Это пророчество часто интерпретируется как предсказание появления сильного лидера в России, который сможет объединить страну и привести ее к процветанию. Некоторые исследователи связывают это предсказание с правлением Петра Великого, который провел значительные реформы и укрепил государство. Другие считают, что это пророчество еще не сбылось и касается будущего лидера. Петр Великий, который правил Россией с 1682 по 1725 год, считается одним из самых значительных реформаторов в истории страны. Он провел масштабные реформы, направленные на модернизацию армии, флота, экономики и культуры России. Петр активно внедрял западные технологии и знания, стремясь превратить Россию в мощное и современное государство. Его правление действительно можно назвать долгим и мирным, особенно если учитывать обширные реформы, которые он успел провести за время своего царствования. Некоторые исследователи считают, что пророчество о великом северном правителе еще не сбылось и касается именно будущего лидера. В этом контексте можно рассматривать следующие аспекты.
В последние десятилетия Россия переживает период политической стабильности и экономического роста. Многие видят в этом исполнение пророчества о великом правителе, который объединяет народы и ведет страну к процветанию. Программы модернизации и реформ, направленные на развитие инфраструктуры, экономики, социальной сферы, могут быть интерпретированы как проливание света на тьму. Пророчество о великом правителе также может касаться роли России на международной арене. Современные лидеры России активно участвуют в международной политике, стремясь укрепить позиции страны и установить стабильные отношения с другими государствами. Усиление международных союзов, такие как ШОС, БРИКС, может быть интерпретировано как объединение народов и создание новой мировой гармонии. Еще одно пророчество, которое интерпретируется как относящееся к России, гласит: «Восточные земли будут объяты пламенем, Великая война начнется среди народов, кровь прольется на полях и реках, но в конце концов мир будет восстановлен». Эти строки часто связываются с различными конфликтами на Востоке, в которых участвовала или может участвовать Россия. Некоторые исследователи видят в этом пророчестве отсылку к Второй мировой войне, когда Советский Союз сыграл ключевую роль в победе над Германией. Другие полагают, что это предсказание касается будущих конфликтов в регионе. Пророчество о Великой войне на Востоке может касаться текущих и будущих геополитических вызовов, с которыми сталкивается Россия. Важно учитывать следующие аспекты. Россия играет ключевую роль в разрешении региональных конфликтов, таких как ситуация на Украине, в Сирии, в других странах. Эти конфликты могут быть интерпретированы как Великой войной, предсказанной Нострадамусом. Несмотря на конфликты, Россия также активно участвует и в мирных инициативах и дипломатических усилиях по установлению стабильности в регионе. Это может быть интерпретировано как восстановление мира после Великой войны. Следующее пророчество также вызывает интерес среди исследователей. Союз Великий будет создан с Востоком. Северные земли и восточные народы объединятся в великой гармонии, и новый мир начнется. Это пророчество часто интерпретируется как предсказание о союзе России с восточными странами, такими как Китай и Индия. В последние годы наблюдается действительно укрепление отношений между этими странами, что может указывать на возможное исполнение этого пророчества в будущем. Россия активно развивает и экономические связи с Китаем и Индией, что может быть интерпретировано как создание Великого Союза. Экономические проекты, такие как «Один пояс, один путь» и различные торговые соглашения, способствуют укреплению этих отношений. Военное сотрудничество между Россией и восточными странами также усиливается. Совместные военные учения, обмен технологиями и создание стратегических альянсов могут быть интерпретированы как объединение народов в великой гармонии. Одной из основных причин, почему пророчество Нострадамуса так трудно интерпретировать, является их многозначность. Его четверостишие написаны таким образом, что могут быть применены к множеству различных событий, в зависимости и от контекста. Это позволяет интерпретировать их по-разному, что создает множество теорий и предположений. Многие пророчества Нострадамуса, как полагают, касаются конкретных исторических событий. Однако определить, к каким именно событиям они относятся, бывает сложно. Например, пророчество о Великой войне на Востоке может относиться как к Второй мировой войне, так и к будущим конфликтам, что делает его интерпретацию сложной и неоднозначной. Современные исследователи часто пытаются соотнести пророчество Нострадамуса с текущими политическими и социальными событиями. Это приводит к появлению новых теорий и гипотез о том, как его предсказания могут быть связаны с современностью. Примером этого является пророчество о союзе с Востоком, которое может указывать на нынешние геополитические тенденции и укрепление связи между Россией и восточными странами. Пророчество Нострадамуса продолжает оставаться загадкой для многих исследователей. Далее мы попытаемся сравнить некоторые его предсказания с современными событиями в России и обсудим возможные сценарии будущего, основанные на его пророчествах. Одним из пророчеств, которые можно соотнести с текущими событиями в России, является следующее четверостишее. «Великий северный правитель, он объединит народы и прольет свет на тьму, его правление будет долгим и мирным».
Некоторые исследователи считают, что это пророчество может относиться к нынешним лидерам России, которые стремятся укрепить страну и ее позиции на международной арене. Экономические реформы и политическая стабильность, которая наблюдается в России в последние годы, могут быть интерпретированы как проливание света на тьму. Пророчество о союзе с Востоком также вызывает интерес в контексте текущих международных отношений. Союз великий будет создан с Востоком, северные земли и восточные народы объединятся в великой гармонии, и новый мир начнется. В последние годы Россия активно развивает сотрудничество с Китаем и Индией, что может быть интерпретировано как исполнение этого пророчества. Экономические и военные альянсы, создаваемые между этими странами, могут служить предвестниками нового мира, который и предсказал Нострадамус. В своих пророчествах Нострадамус часто упоминал природные катастрофы и изменения климата. Земля трясется, и небеса рыдают. Реки выходят из берегов, и море бушует. Великие бедствия придут на север, но люди найдут путь к спасению. Эти строки могут быть интерпретированы как предсказание увеличения числа природных катастроф, такие как землетрясения, наводнения и экстремальные погодные условия. Россия с ее обширными территориями и разнообразным климатом уже сталкивается с такими проблемами, как таяние вечной мерзлоты в Сибири и наводнения в различных регионах. Если пророчества о союзе с Востоком сбудутся, то мы можем ожидать дальнейшего укрепления связей между Россией и восточными странами. Это может привести к созданию мощного экономического и военного блока, который будет играть ключевую роль в мировой политике. Такой союз может способствовать и стабильности, и процветанию в регионе, а также противодействовать давлению западных стран. Пророчество о великом северном правителе может указывать и на продолжение внутренних реформ в России, направленных на укрепление экономики и политической системы. Если эти реформы будут успешными, Россия может стать одним из ведущих мировых держав, способным влиять на глобальные процессы и обеспечивать стабильность в своем регионе. Предсказания Нострадамуса о природных катастрофах могут указывать и на необходимость подготовки к изменениям климата и их последствиям. Россия, обладающая огромными природными ресурсами, должна будет адаптироваться к новым условиям и развивать инфраструктуру для предотвращения и смягчения последствий катастроф. Пророчество о Великой войне на Востоке может указывать на возможные конфликты в будущем. Россия может столкнуться с новыми вызовами, такие как региональные конфликты или террористические угрозы. Важно будет сохранить дипломатические усилия и международное сотрудничество для предотвращения эскалации и обеспечения мира. Вот такое, друзья, предсказание о будущем России от Нострадамуса. Многие удивляются, как же так Нострадамус мог такое предвидеть. Вы знаете, каждый из нас архитектор, творец своей жизни и может видеть свое будущее, потому что мы его строим. Конечно же, Россия – это великая страна, которая имеет не только ресурсы, но она имеет и свою энергию, которая дана ей высшими силами. И поэтому то, что к чему мы придем, многих только еще будут радовать, и люди будут гордиться тем, что они живут в этой стране. Да, на это нужно время, чтобы люди открыли глаза, но когда придет это время, многие действительно люди будут гордиться тем, что они живут в этой великой стране. Они будут стремиться в эту страну, потому что здесь будет все то, о чем другие страны говорят, но только прикрываются определенной ширмой. Вот такой, друзья, важная и ценная информация мы сегодня с вами хотели поделиться. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео, поддержите нас, поддержите наш канал. Обязательно подписывайтесь на наш канал. У нас на канале, друзья, очень много полезной, важной, нужной, интересной информации. Но прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.